Да, всем ахо. Очень много вопросов читаю по атмосоциангу, поэтому, я так понимаю, в нашем полку прибыло, потому что наши уже с марта месяца прошлого или позапрошлого года, господи, уже не пойму, уже года, второй год, наверное, да, как мы проводим атмосоцианги. За это время уже отвечено практически на все вопросы, на которые мы только могли ответить. Но я так понимаю, что пришли новые люди, и я тогда вкратце вам сейчас попытаюсь рассказать, что такое атмосоцианг, чем она отличается от медитации, которую часто слышу, вижу, что вы называете это медитацией, это не медитация. И расскажу, да, сейчас все, что спрашивали на протяжении этого года наши участники, поэтому подозреваю, что ответы на вопросы удовлетворят и ваши ответы, вопросы. Так, сейчас я пытаюсь переключиться, потому что была немножко в другом информационном поле. Итак, атмосоцианги считается спектрально-полевой работой. Для этого нужно спектрально-полевая работа частотами света. Для этого нужно сначала будет пояснить, что такое спектр, что такое поле, да, и что такое частота. Но чтобы мы сразу вошли в какой-то контекст, я вам скажу сейчас, приведу примеры. Наверняка здесь есть многие, кто слышал про рейки или хотя бы раз присутствовал, да, на сеансах рейки. Может быть, у кого-то из вас есть опыт, чтобы с вами работали энергии дикши, шакти, крии, трансмиссия, передача. Все это потоковая работа, которая так или иначе связана с тем, что есть некий источник в космосе и есть некий проводник. При посвящении, при активации у этого проводника появляется доступ к этому источнику, и он может теперь передавать эту энергию и на каком-то уровне, уже будучи мастером, даже посвящать и давать доступы к этому источнику. Эти источники могут быть в материальной вселенной. Так, например, вы наверняка слышали про космоэнергетику, который работает с представителями гуманоидных цивилизаций из космоса, поэтому так и называется космоэнергетика. Наши, скажем так, дружественно настроенные цивилизации, которые выходят на связи, помогают энергии другим цивилизациям. И вот мы на том уровне, где мы уже, скажем так, стали открывать достаточно древние знания, потому что эти знания были всегда. Например, у тех же арканов есть, в общем, все потоковое – это про спектры. Есть доступы к тонкоматериальным мирам, и оттуда, как правило, идет дикши, шакти, другой вид энергии. И в свое время мы с мужем вдвоем получили огромнейшее, наверное, количество посвящений. Началось наше путешествие из рейки, потом древняя система Накшбандия от самого пророка Мухаммеда, которая зашла потом в Раджа-йогу через Индию, и такой многоспектральный был канал. А потом пошли уже и крия, и другие посвящения. И постепенно это становился такой многоспектральный канал, когда мы как мастера стали проводниками большого количества различных школ и различных направлений. Параллельно мы закончили свое обучение в Институте Плеяд. Мы стали сотрудничать с цивилизациями Плеяд, Ориона, других направлений. И в итоге в процессе своего обучения мы получили информацию, что на самом деле все есть один свет. Это свет матери и свет отца. Это как условно такой, можно сказать, белый свет с такими оттенками золота, серебра, которые потом соединяются на многие другие спектры и уже образуют другие частоты. Что такое частота? Это частота звучания. И если добраться, да, если дорасти, скажем так, до того, что можно в себе
соединить все эти спектры, то есть возможность попасть, скажем так, да, к доступу к этой энергии. Но самое интересное, что эта энергия находится не вовне, а находится внутри. Получив эту информацию, мы стали исследовать и различными практиками медитативными, шаманскими, давать этот запрос, погружаться. И в итоге удалось, мы получили доступ к очень простой формуле «Я есть свет». Бог живет внутри нас, мы живем внутри Бога. Что получается технически в этот момент, когда мы говорим «Я есть свет»? Мы не просто, это не из-за того, что вы сказали, да, понятно, работает канал. Потому что внутри себя, внутри своей атмы, атма на санскрите – это душа, мы получили этот доступ. И при активации с другими мы активировали к ним доступ. Это проходило через различные практики, через атмахилинг, частью которой является атмасатсанг, через атмологию, через различные практики. То есть основная задача вот в атмологии – это вход в внутреннее «я», вход глубже, глубже, глубже к себе, где мы в чистом виде просто свет, в чистом виде просто, причем этот свет у нас у всех там внутри, он одинаковый, но проходя через кристалл нашей личности, он образует уникальный и неповторимый этот свет, за счет чего работает спектр, и поэтому называется такая электронная подпись. Твой истинный спектр, твой индивидуальный спектр. То есть это частота твоего звучания, она присуща только тебе и больше ни одному существу, ни в каком мире, ни в каких мерностях, ни в каких реальностях. Когда наши практики стали увеличиваться и стало приходить большее количество людей, мы увидели, как запустилась резонная сеть. Резонная сеть – это я говорю, я есть свет, вы говорите, я есть свет, там, он говорит, я есть свет и так далее, и так далее. И тогда, что такое резонная сеть? Это не иерархическая сеть, а ровная сеть, которая состоит из центров, и эти центры соединяются вместе с собой. И они не на резонансе вот этих вот оболочек начинают коммуницировать, а на том, что я есть свет. А там внутри, еще раз повторю, у нас у всех единый свет. Так стало формироваться полотно, так стали активироваться индивидуальные спектры, так атмахилинг как канал, как школа, стала многоспектральным каналом индивидуальных спектров. То есть свет один, но каждый, кто активирует свой внутренний спектр, обогащает, скажем так, эту школу, этот канал вот этой частотой своего звучания. И, соответственно, за счет этого все, что есть у меня, есть и у вас, все, что есть у вас, есть и у меня, и мы стали получать все больше и больше помощи из различных миров. Сейчас я тогда объясню, да, вот чем отличается все-таки школа атмахилинга от любой другой школы, которая имеет источник извне. Мы же говорим про источник, про внутреннего мастера. И когда вы говорите «я есть свет», а свет – это и плеядиянцы, и источник рейки, и дикши, и тамильские ситхи, и вся иерархия там всех архетипических систем, то есть везде, где есть вот эти посвящения, энергетические потоки. И если вам в этом атмасатсанге надо сейчас было пообщаться с духами этого океана, да, то ваша душа, ваша атма настраивается на них. Вам надо было пообщаться, сделать какую-то работу с родовыми программами. Душа запускает эту работу, то есть начинает работать поле, квантовое поле. И запускается процесс на уровне вашей личности, на личности, это, соответственно, и тела физического, и ваших качеств личности, мыслей, эмоций, вашего четырехмерного тела, на уровне опыта вашей текущей жизни, на уровне опыта вашей родовой системы, на уровне реинкарнационном, атмическом, ну и дальше уже, потому что очень многие встречаются и с космическими семьями в атмасатсангах, да, и вспоминают, кто они, получают расширенное состояние сознания, и волны во время
время атмосатсанга электромагнитные волны, которые излучают наш головной мозг, работают на гамма-волнах. Это значит, что весь диапазон спектра от дельта-волн, глубокого сна, поэтому некоторые просто, кто нуждается в отдыхе, в сне физически, или у кого очень активный ум, часто атма их отключает, или они могут на альфа-волнах работать, и тогда много картинок, много путешествий каких-то и в другие миры, и по линии времени. На бета-волнах, когда достаточно активный ум и, кажется, ничего не происходит, и на гамма-волнах, когда с огромным объемом работает ментал, и, соответственно, все это запускает и работу с энергетическим телом, и с ментальным, и со всеми нашими телами, которые включено наше я и наша атма, именно она соединяет нас и делает цельную структуру. Вот, соответственно, если спросить у нас, да, какие частоты, у нас есть все частоты, ну, в любом случае, причем, когда приходят те, кто активируют, они в прошлых себя, да, свою атму, а они в прошлых жизнях имели доступы к еще каким-то спектрам, и они из каких-то уникальных космических семей, то мы свидетельствуем здесь внутри, о, новый спектрик появился, о, да, еще что-то активировалось. И все это, соответственно, так или иначе синтезируется в единый базовый спектр, спектр матери. Почему матери? Потому что все материя любого мира, физического, тонкоматериального, это нейронная сеть, такая интернет-сеть всех миров и всех уровней. Да, дух, Бог, все, но энергия все-таки это женская структура, это материнская структура и по себе как система, и по тем энергиям, которые идет сама энергия Шакти, если мы будем говорить о неком первоначале. Вот, поэтому вот немножко так вам про атмасатсанг, да. Почему это не медитация? Потому что во время медитации вы в любом случае или концентрируетесь на каком-то образе, или вы созерцаете, что-то направляете, но у вас все равно есть какое-то намерение. В атмасатсанге мы говорим «я есть свет», и все, и дальше мы позволяем всему происходить, и дальше мы наблюдаем и свидетельствуем. Поэтому мы ничем не управляем, у нас нет никаких намерений, работает атма, а мы как свидетель квантового процесса просто как такой статист в этот момент становимся. Соответственно, если спросить про помощь, которую мы получаем в результате этого, ну, давайте начнем перечислять все, на что влияет медитация, на что влияет различные системы энергетические, спектральные, вот, то есть на все. Зачем и какая была основная задача, как получили, по крайней мере, эту информацию мы. Во времена квантового перехода, во времена глобализации, а глобализация – это объединение, необходимы будут синкретические знания и синкретические каналы. Это соединенное, разнородное, что про одно и то же. Например, синкретическое знание – это кибернетика, да, они там исследуют и что такое система, и что такое человек, да, и что такое там многое-многое другое для того, чтобы определить, или антропология, которая изучает, что такое человек, там и география, и и история человечества, и многое-многое другое для того, чтобы ответить на вот этот вопрос. Так вот, сегодня пришло время интеграции знаний, сегодня пришло время соединений, и, соответственно, школа атмахилинга является тем представителем того направления, которое объединило, не знаю, максимальное количество, по крайней мере, известных мне всех спектров. И мы видим, как практически с каждым днем, с каждым, кто приходит, а вы все уникальные и все неординарные, даже если сами об этом не знаете, наш канал обогащается. Вот. И получается, что мы можем пользоваться всем вот этим большим объемом. Именно поэтому важно привлечь как можно больше людей для вот этого перехода, потому что это современная система знаний для современного человечества в соответствии с этим временем и со всем тем, что мы с вами сейчас проходим. Мы проходим квантовый переход, мы проходим переход в новую реальность, в новый мир. И это такая большущая помощь нам свыше, чтобы мы перестали разделять наши рода, чтобы мы перестали разделять системы знаний, чтобы мы перестали разделять друг друга,
и чтобы мы пошли внутри себя в объединение, понимая, что все есть свет и все есть я. Один из лозунгов этмологии. Равенство в разности, и все есть свет, и все есть я. Вот, поэтому вот массасанг не может быть ни разу похож один на другого. Надо, как правило, ложиться физически, хотя некоторые люди хотят двигаться, хотят двигать руками. Тогда очень важно отдавать, да, скажем так, своей атме, свое тело и идти за этими движениями. У некоторых людей очень активный визуальный ряд, у некоторых практически нет. Мы получали много этих обратных связей, когда люди говорят, у меня несколько месяцев или даже полгода, год ничего не было, и вдруг, да, о боже. Вот, поэтому очень важно заходить в этот сасанг без представлений, без ожиданий, без намерений. Вот, по крайней мере, сейчас мы это очень рекомендуем. Раньше мы проводили тематические атмосатсанги, там и по здоровью, и по деньгам, и по отношениям, и по бизнесу, и по счастью, и по мудрости, и по любви. Мы искренне верим, что мы еще к ним вернемся. И тогда, да, тогда мы рекомендовали, что прям можно задавать вопросы, да, можно общаться со своей атмой, можно просить исцеления, можно просить разрешения ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Но они были такие тематические. Сегодня у нас у всех одна и та же тема. Мир во всем мире, переход в новое, благополучное, счастливое. Вот. Это то, что касается, жалко, что нет диалога, да, у нас не может, ну, поэтому присылайте какие-то вопросы дополнительные мне, менеджеры будут передавать, и я буду выходить уже на коротенькие такие какие-то встречи с вами, чтобы вам отвечать на эти вопросы. Еще одна из специфик, да, работы школы атмохилинга была в том, что нужна была женская монада, то есть нужна была женщина и мужчина, которая находится достаточно, ну, которые вот так вот проросли, да, мы с мужем вместе уже порядка 23 лет вместе, все посвящения мы получали вместе, мы прошли очень-очень много вместе всего, экспириенсов, исследований, ашрамов, шаманов и многого-многого другого, что позволило нам создать ту единую структуру. Мы искренне верим и даже знаем, что у нас один дух на двоих, который проявляется через просто два наших тела, через две наших личности, и это делает нас пригодными как проводников для этой работы. Работаем не мы ничего не проводим, да, потому что слово «проводник» мы по-прежнему используем, мы проводим вас к вашей атме. Мы вас никуда не подключаем, мы никуда никого не ведем. Мы активируем вот эту связь вашу с вашим внутренним «я» за счет того, что мы собираем энное количество людей, которые в этот момент все говорят «я есть свет», там срабатывает оно работает в принципе круглосуточно, вот, но именно когда мы заходим все вместе, синергия работает особенно сильно. Вот. Поэтому я думаю, что я удовлетворила основные какие-то ваши вопросы по сатсангу. Что это? Откуда он берется? Что надо делать? Ничего не надо делать. Услышали музыку, ложитесь. Если есть слова «да, мы начинаем», то вы говорите «я есть свет». В конце могут быть слова это все. Почему говорю? Потому что сейчас мы тоже меняем и подходы, и нам очень сложно сейчас в силу этих всех обстоятельств, где у наших ребят, которые в нашей команде нету и ни света, и они там по подвалам где сидят, и все, мы не можем сейчас работать так, как мы раньше работали, поэтому мы сейчас вот помощь, да, безвозмездно просто открыли все каналы и заходим с атмохиллерами и атмологами в 20:00 по Киеву для того, чтобы засвидетельствовать новые спектры, потому что за день многое что случается, и мы видим, что вот, да, еще другие потоки немножечко изменились, еще немножечко потоки изменились, поэтому это скорее просто мы заходим для свидетельствования, ну и в какой-то мере для усиления того звука, который есть, потому что по мере того, как количество людей увеличивается, по мере того, как вы заходите по нескольку раз, в атмосатсанг надо заходить, ну, мы раньше проводили раз в неделю.
могли даже, ну, разрешали зайти несколько раз в течение 3 дней, потому что доступ был где-то в течение 2-3 дней, то сейчас идет очень большая пересборка, работа идет, ну, могут понять по большому счету, как идет работа, только те, кто знакомы или с расстановками, или с расширенными состояниями сознания через ЛСД, Айаваску, Журему и Богу, какие-то другие расширители. Иначе, если этого опыта нет, то очень сложно понять, что происходит. По большому счету, за этих несколько минут, там порядка 40 минут, личность разбирается до такого субатомного уровня, запускает аутопоэтические процессы по самоисцелению, самовосстановлению, саморегенерации, собирается новая личность. То есть после каждого сатсанга выныривает немножко другая структура. И я знаю людей, которые как бы готовились к тому, что сегодня происходит годами. Есть те, кто только приходит, поэтому у вас могут быть очень разные состояния. Если у вас нехватка энергии, вероятнее всего был большой слив негативной энергии, которая была в системе. Если вы видите предков, если вы примиряетесь, если вы, значит, вы работаете с вот этими всеми уровнями, не вы, еще раз скажу, ваша душа, ваша задача просто за этим наблюдать, просто смотреть. Вот, поэтому считается все, что вот на самом деле это вы, кого бы вы там не встретили, кого бы там не увидели, но вот сейчас, прям буквально за последние дни мы видим, что действительно заходят большие такие структуры, напоминают нам, да, скажем так, о том, кто, чьих мы дети, поэтому если вы там встречаете Мать Мира, и то, по большому счету, раз вы ее видите, то вы внутри своей атмологии, своей внутренней вселенной пробудили эту структуру, раз можете сейчас свидетельствовать. Вот, поэтому ну вот, наверное, все. У меня не было списка для вопросов, и я сейчас буквально просто увидела много вопросов, решила выйти в эфир. Оставлю запись, если она сохранится, потому что для меня пока еще этот тайна, да, вся эта техника, и я иногда не на то нажимаю. И задавайте вопросы под этим постом, под этим видео, я буду заходить и читать. Хорошо? Не надо мне здесь под этим видео писать спасибо, еще чего-то. Задавайте вопросы, если они у вас есть. Вот. Тогда мне будет проще вычленять и смотреть, и находить именно то, что необходимо. Всего-всего наилучшего. Держимся, ребят. Сейчас пару слов буквально, да, к тем, кто прям в самом эпицентре. Старайтесь отдыхать, старайтесь спать, хоть это и невозможно, возможно, но через вас все-таки хоть кто-то отдыхает, тот, кто прям реально сейчас не может спать. Пейте водичку, отключайтесь периодически от новостей, смотрите какой-то старый добрый фильм, какие-то мультики, что-то доброе. И не надо думать, что сейчас для этого нет времени. Как раз сейчас есть время, то есть переводите фокус внимания на что-то другое, выводите его, иначе напряжение просто зашкалит, и вы будете не способны мобилизироваться и действовать. Поэтому заботьтесь о себе, периодически выдергивайте штекер со всех этих соцсетей, со всего, и просто посмотрите там, не знаю, какой-то добрый старый мультик. Все, люблю.